Приветствую, друзья! У компании BKace всегда был свой особенный взгляд на имена. И если прежняя их серия носила наименование времен года, то теперь это всякие погодные условия. Сегодня, например, нам предстоит обсудить облака, то есть Cloud. Базируется модель на связке из пассивного и 10-мм динамического излучателя, вписана в полностью алюминиевый корпус и имеет все шансы на звание лучших наушников из своего сегмента. Вариация с агрессией и драйвом, как вы меня, собственно, и просили. О них сегодня и поговорим. BKace Cloud. Поехали! Коробка у модели действительно чем-то отдаленно напоминает облака. Без пафоса, все просто и надежно. В комплекте шла инструкция, плотный бокс из кожзаменителя, пенки, щеточка для ухода за наушниками и два набора силиконовых амбушюр на металлическом держателе. Ничего, скажем так, особенного, но силикон выбран приятный. Кабель простой, но гибкий, на прямом металлическом штекере и с сопротивлением всего в 23 Ома. Чашечки сделаны из металла, как видите, с целой серией отверстий для компенсации, довольно толстым звуководом и абстрактным узором на внешней части. Сидят они удобно, по габаритам небольшие, да и по весу прямо пушинки. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас быстрый, как в игровых решениях, импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,28%, что очень хорошо. Фаза корректная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить и самостоятельно. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с пологим таким переходом на середину, куда более выраженную область разборчивости, пик имитации ушной раковины, привычный всем акцент на псевдодетализации, довольно глубокую яму и еще один пик на верхах с узкой добротностью. Как видите, это вообще не похоже на Яндин Canon 2, немного спокойнее Moondrop Starfield 2 и чуть ли не один в один со знаменитыми Dunu Falcon Ultra. У нас, кстати, даже больше баса и высоких частот. По подаче же они поджарые, слегка агрессивные, собранные и просто сверхвыразительные. На фоне, например, TRI i3 MK3 у Cloud куда меньше баса, нет той глубины и насыщенности, зато по разрешению, вовлечению в материал, скорости атак и динамической составляющей примерно паритет. То есть герой обзора не совсем про гармонию, идеальный баланс или певучесть. Тут действуют драйв, задор и какая-то нереальная скорость отрисовки различных мелких нюансов. Стилистически я бы рекомендовал их для рока, металла и всей существующей агрессивной электроники. К джазу, симфоническому оркестру или чему-то вокально ориентированному они тоже подойдут, но, на мой взгляд, с оговорками. Да, голоса тут звучат четко, чисто, местами даже прозрачно, но с перекосом наверх диапазона, что хорошо так оттеняет всю ритм-секцию и грудную, значимую для меня, часть вокала. В остальном бас здесь заходит достаточно глубоко, он быстр и в меру текстурен. Серединка имеет прекрасное разрешение, у инструментов есть вес и даже зачатки объема, а на верхах полный штиль, то есть без резкости, акцента на сибиллянтах, грязи или избытка воздуха. Для тех, кто жаждет техничности с более-менее ощутимой мелодикой, это прямо то, что доктор прописал. В противовес
интерес им можно рассмотреть, например, 7 Гц 5, которые более глухие, сухие, перекачанные по низам и с зачем-то подсвеченными сибилянтами. То есть Cloud в свою цену довольно-таки неплохой вариант. Даже флагманские TRN Azure Dragon не такие сочные и мясистые, как герои нашего сегодняшнего обзора. Rose Technics Star City 5 мне тоже показались слабее, причем примерно с теми же особенностями, что и у 7 Гц 5. Да, все эти модели объединяет прекрасная артикуляция, достойная динамика и высокая скорость атак, но слушать из них хочется только лишь Cloud. У BQAce реально получилось создать чуть ли не образцово-показательные наушники для скоростной, драйвовой и агрессивной музыки. Обойдя множество условностей типа избытка низких частот, акцента на свистящих звуках и той самой мониторной отстраненности. Cloud – это про эмоции, подробную прорисовку и добротную такую общую слаженность. Из источников лучше к ним выбирать что-то повзрослее, с масштабом, глубиной и акустической массой. Да, звучат они не совсем натурально, но для всего технического это даже выгоднее, как вариант настройки. Я бы их тоже отнес к списку лучших моделей 2024 года. По крайней мере, на фоне аналогично приготовленных конкурентов Cloud сияют, словно это какой-то драгоценный алмаз. Не совсем то, что я люблю, однако слушал Cloud с преогромным удовольствием. Всем рокерам обязательно присмотреться. Итогом наушники BQAce Cloud внешне очень приятны, удобно сидят, почти невесомы, рекордсмены по скорости затухания и минимуму искажений, ну и настроили их на уровне солидных Falcon Ultra от всем известной компании Dunu. Звучит же модель довольно эмоционально, в меру объемно, с чуть смягченными и по-динамически насыщенными образами, но со значительным уклоном в драйв, техничность, уровень прорисовки и разделения инструментов. Это идеальное решение для рока, металла, всего скоростного и требовательного к контролю и динамике. По мне так это просто гениальные наушники в своем ключе. Заметьте, не в сегменте, а именно в ключе. По звуку они легко могут поспорить и с чем-то заметно дороже. А у меня, друзья, на этом все. Это была модель BQAce Cloud. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!